Мои у вас есть, да? Мои тоже. Коллеги, начнем наш пресс-брифинг. Спасибо за то, что пришли и нашли время для официальной встречи. Формат пресс-брифинга: вначале будет короткий стейтмент, в ряде которого будут обсуждаться вопросы, о которых расскажет Александр, и после чего можно будет задать вопросы и также провести интервью ко мне. The meeting will consist of the statements by Mr. Alexander Cook, after which you will be welcome to ask any questions you have, and if you're interested in conducting an interview afterwards, you're welcome to ask Irina. Okay. Thank you very much, and also welcome from my side to this little press conference here, and I'm happy that you have managed to get here, and I'm hopeful that I can satisfy your questions here. I will give first a brief statement, then we'll be answering questions. Спасибо вам большое за то, что нашли время присоединиться к нам. Я также рад тому, что вы все-таки смогли добраться на эту территорию. После нескольких замечаний с моей стороны я отвечу на ваши вопросы. First of all, I would like to clarify the purpose of my visit to Donetsk, and that is to visit, first of all, my team here in Donetsk, which has been here ever since the inception of the mission in March last year. But it's also here to assess the security situation in general, in order also to be able to assess whether or not our own security measures are in order and good implemented. Furthermore, прежде всего, позвольте мне разъяснить цель моего визита в Донецкую область. Первой целью моего визита является посетить команду, нашу специальную мониторинговой миссии в Украине, которая находится здесь с самого начала работы этой миссии, с марта месяца прошлого года. Второй целью, но не менее значимой для меня, является оценка ситуации с безопасностью. Здесь в том числе оценка тех процедур безопасности, которые должны соблюдаться внутри нашей миссии и организации. Furthermore, I want to see for myself the implementation of the expansion of the mission. As you know, the mission is still expanding up to the reach of 500 monitors in total, as foreseen by its mandate. И также я делаю заявление о том, что миссия расширяется, и в ближайшее время, согласно полученному нами мандату, численность нашего персонала будет увеличена до 500 наблюдателей. As well as meeting different interlocutors here in Donetsk, and I've met with the JCCC, the representation of Ukraine and the Russian Federation to this Joint Command and Control Center here in Donetsk, as well as representatives of the DPR here in town. В ходе моего визита сюда я пообщался с несколькими собеседниками, в том числе принимал участие в работе совместного центра по контролю и координации, в который, как вы знаете, входят представители Украины, России и Донецкой Народной Республики. Let me first begin with our current expansion plans of the ОБСЕ Special Monitoring Mission to Ukraine. Позвольте мне теперь перейти к вопросу расширения нашей специальной мониторинговой миссии в Украине. The mission has been set up by a consensus decision of 57 participating states of the OSCE on the 21st of March last year. Наша специальная мониторинговая миссия в Украине была создана при единогласной поддержке всех 57 стран, которые являются участницами Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе 21 марта. And within 24 hours from that decision, the mission has been deployed and has then opened 10 stations across Ukraine, plus one head office in Kiev. В течение последующих 24 часов после принятия соответствующего решения наша миссия уже развернула работу в конфликтных регионах, и к настоящему моменту мы имеем 10 представительств ОБСЕ по всей Украине и штаб-квартиру нашу в Киеве. The mission has been given mainly two tasks in summary in that mandate decision taken by the 57 participating states. Мандат, который нам был предоставлен 57 странами-участницей ОБСЕ, предусматривает выполнение нами двух основных целей. This is in one area the reporting, monitoring of the situation on the ground, including the security situation, the situation of adherence to human rights standards. В первую очередь наша задача состоит в том, чтобы вы наблюдали и фиксировали все факты, которые имеют место на данной территории. Это прежде всего факты, которые относятся к ситуации с безопасностью, а также факты с соблюдением прав человека.
And then also report these findings back to the participating states on a regular basis. В дальнейшем выявленные нами факты докладываются всем 50 странам-участницам ОБСЕ. And in this regard, I would like to draw your attention to our daily reporting. This is a daily report that we issue 6 days a week, with the exception of Sunday. И в этой связи я бы хотел привлечь ваше внимание к нашим ежедневным отчетам, которые мы выставляем на нашем сайте 6 дней в неделю, за исключением воскресенья. Which is shared with the 57 participating states, but also with the public via our website, where this report is also accessible to all of you and the public in general. То есть мы выступаем, мы сообщаем о результатах нашей работы не только 50 странам-участницам, но и для широкой общественности. Публика может найти эти отчеты, так же как и вы, на сайте нашей организации ОБСЕ. The second part of the task of the mission is a dialogue facilitation duty, and that is to facilitate dialogue on the ground to further stabilize the situation in Ukraine. И вторая часть возложенных на нас обязательств имеет отношение к способствованию диалога на тех участках, где развивается конфликт, с целью способствования восстановлению стабильности. And these two main tasks, so verifying reporting and facilitating of dialogue, form the mandate that this mission is implementing now since the 21st of March last year. And as you know, the mandate of this mission expires in March this year, 2015. И вот именно симбиоз этих всех функций по наблюдению, отчетности и по способствованию ведения диалога на месте составляют полный мандат, который был нам предоставлен в марте прошлого года и который, как вы знаете, истекает в конце марта текущего. For the mission mandate to extend another period, it would require another consensus decision of the 57 participating states. Чтобы текущий мандат был продлен, нам необходимо заручиться поддержкой всех 57 стран-участниц ОБСЕ. Now the mandate foresees a ceiling of 500 monitors to be deployed to Ukraine. Текущим мандатом предусмотрено максимальное количество 500 наблюдателей, которые могут отправляться на данную территорию. And it is the plan of the mission to deploy 350 of those observers to the two eastern oblasts. И по плану реализации нашего мандата мы намерены отправить 350 наблюдателей в восточный регион Украины. And 150 to the remaining 8 field stations in the center, the south and the west of the country. И остальные 150 наблюдателей будут работать в других частях страны, в центре, на юге и на востоке. Я прошу прощения, на западе. As of this evening, 354 monitors are deployed in Ukraine. По состоянию на текущий момент в Украине работают 354 наблюдателя. And of those, 217 in the Donetsk and Luhansk region. Из них в Донецке и Луганске находятся 217. We have at the moment another 20 in training in Kiev, which will arrive at the end of this week in the Luhansk and Donetsk region, which brings the overall number in this part of Ukraine to approximately 250 monitors in the different field stations deployed. И еще 20 наблюдателей в настоящее время проходят специальную подготовку. В конце этой недели они уже будут отправлены для работы в Донецке и в Луганске. Таким образом, общая численность наблюдателей в данном регионе достигнет 250 человек. The mission expands at the rhythm of 20 new monitors per week as we go into this new year. И в новом году миссия расширяется с темпами 20 новых наблюдателей каждую неделю. And we estimate by mid-February, or towards the end of February, we'll have reached the ceiling of the 500, that is the mandated number of monitors that we can deploy to Ukraine. И по нашим ожиданиям, к середине февраля мы уже количество наших наблюдателей достигнет как раз тех 500, которые нам дозволено включить в работу согласно нашему мандату. In addition to this international staff, we have 160 Ukrainian colleagues working with us.
В дополнение к международным сотрудникам, о которых только что шла речь, порядка 160 человек из местных украинцев работают с нами. And without those colleagues, of course, our work would be very difficult, so we are grateful for the contribution of those Ukrainian colleagues to our work. Конечно, без местных сотрудников наша миссия была бы намного более сложной, если вообще было бы возможно. Поэтому мы высоко ценим тот вклад, который местные сотрудники вносят в нашу работу. You also have to understand that the OBSE Special Monitoring Mission is an unarmed civilian observer mission. Также вы должны понимать, что ОБСЕ является невооруженной гражданской наблюдательной миссией. Who is deployed, in particular in eastern Ukraine, in an environment that poses a lot of security risks and restraints for this mission. И работа этой миссии именно в восточной части Украины, естественно, возлагает определенные риски, связанные с безопасностью для наших сотрудников. And in this security of our personnel, of my colleagues that work here in Donetsk, or then in Luhansk, and everywhere else in Ukraine, it's the priority of myself and of the Chief Monitor, Ambassador Apakan. И именно безопасность сотрудников ОБСЕ, которые работают и в регионе Донецка, в регионе Луганска, является приоритетом не только для меня, но и также для главы специальной мониторинговой миссии в Украине, посла Абакана. And in this regard, we have implemented rules that will mitigate the risk that we face here and elsewhere in the country. В этой связи мы пытаемся воплощать в жизнь те правила, которые помогают нам снижать риски, связанные с пребыванием в данной территории. This includes close contact with the armed forces on both sides, but also special equipment such as armed cars and personal protection equipment. Эти специальные меры безопасности включают поддержание тесного контакта с вооруженными силами обеих сторон. Естественно, участники нашей миссии имеют в своем распоряжении средства индивидуальной защиты и специальные автомобили. And in the area of security, we work very closely together with the participating states of the OSCE. Что касается безопасности, мы также ведем активную работу со всеми 57 участницами ОБСЕ, And with regard to this aspect, we have invited security experts of the participating states to travel along me to Donetsk this time. Именно для этого в данную свою поездку в Донецк нашей миссии были приглашены эксперты по безопасности стран, которые входят в ОБСЕ. And as a result, over 20 members of the 57 participating states have been traveling with me here for these 2 or 3 days to see for themselves the security situation on the ground and how we implement our security rules in our daily operational activities. Поэтому сейчас здесь со мной вместе находятся 20 представителей из всех 50 стран, участниц ОБСЕ. Они будут находиться здесь в течение всего моего визита, в течение 2-3 дней. Их задача промониторить соблюдение нами внутренних правил безопасности ОБСЕ. As I've mentioned in the outset, I have also met with stakeholders here in town. И как я уже отмечал ранее, я провел встречи с заинтересованными лицами на данной территории. I had multiple meetings with the Joint Center for Command and Control, the JCCC, with the 2 generals, that of the Russian Federation and that of the Ukrainian representation to the JCCC. И я провел целый ряд встреч с участниками совместного центра по контролю и координации над соблюдением режима огня и стабилизацией разграничительной линии, в которую входят представители как российской, так и украинской стороны. As well as with member and the leadership of the DPR here in Donetsk city. И также я провел ряд встреч и совещаний с руководством Донецкой Народной Республики в городе. These meetings were working meetings. Эти встречи носили рабочий характер. And with a main objective is to further coordinate the activities of the OSCE Special Monitoring Mission and the stakeholders. И основную цель, которую мы преследовали в ходе этих совещаний, была координация дальнейших действий между ОБСЕ и всеми заинтересованными сторонами. And at this point it is important to note that it is not up to the OSCE Special Monitoring Mission to implement or enforce the Minsk documents or any other
legal framework that is in place and should address the security situation here. И в этой связи очень важно понимать, что не от ОБСЕ зависит реализация положений минских документов или любых других юридических документов, которые предусматривают стабилизацию ситуации с безопасностью здесь. The task of the OBSE Special Monitoring Mission is to observe and report on the security situation on the ground, as I have explained in the beginning, as a part of the mandate that we have here in Ukraine. Задачей специальной мониторинговой миссии является наблюдение и доведение до сведения соответствующих лиц и соответствующих народов. Скажите, вы говорили, что были на месте трагедии, а встречались ли вы со свидетелями? Потому что это все-таки было на украинском блокпосту, и, в общем-то, свидетели этому были. Вы встречались с ними или нет вчера? The question about yesterday's visit to Volnovakha site, did the monitors speak to any witnesses? Because obviously it happened near the Ukrainian checkpoint, and some witnesses should have appeared. Indeed, we have been at the location itself, at that checkpoint of the Ukrainian army, and we have been conducting our monitoring activity as usual. We speak with those involved. Правильно вы говорите, что мы были на месте произошедшего, которое располагается непосредственно рядом с блокпостом. Мы проводили необходимые мониторинговые действия, мы говорили со всеми отчетными лицами. And we have been at the hospitals, of course, as well, where the injured are being treated. Нами также посещались больницы, где проходит лечение пострадавших. We've spoken also to law enforcement present at the scene of the incident. Мы также беседовали с правоохранителями, которые присутствовали на месте происшествия. But I don't want to speculate here as to what findings there were, as we still evaluate the information that we have gathered. Но мне бы сейчас не хотелось так вольно рассуждать на тему тех фактов, которые были нами вчера собраны. And also not to prejudge the inquiry that the JCCC, together with members of the DPR, will be conducting. Опять-таки, мне бы не хотелось опережать результаты работы совместной следственной группы, которая будет работать. Еще вопросы?